Привет! Играя на анархии, каждый хочет найти самый прибыльный способ заработка. Но в этом ролике в мои руки попала ферма, приносящая огромные деньги. Сотни миллионов за секунду и безумные миллиарды монет в день. Используя эту ферму, я зарабатывал тысячи коинов, убивал множество игроков. И все это было на пути к лучшему донату на сервере. Свое развитие я начал через неделю после вайпа. Выбрав трио анархию, на спавне ко мне присоединился мой новый тиммейт Зирос. Из стартовых вещей на этот раз у меня была привилегия Стингера навсегда и 1100 коинов на балансе. Все, что мы когда-то добывали в прошлых роликах. Сходу забрав кисть Стингера, я временно сохранил его в Еке. Затем тэпнулся на РТП и отправился искать место для стэша. Найдя подходящие координаты, я под землей обустроил стэш, куда сложил ненужные ресурсы. Как раз после этого зашел наш третий тиммейт, мой друг Лортер. У Лортера не было доната, поэтому на честь коинов я купил ему 3 донат-кейса, которые он пошел открывать. С первого кейса Лортер выбивает Мустанга, со второго гаста донат всего на 1 выше прошлого. И открыв последний кейс, ему снова падает гаст, с чем он и остается. Затем я тэпнул тиммейтов на стэш, и мы приступили к нашему плану заработка. Кратко веду вас в курс дела. В этом вайпе значительно обновили байера, им-то мы и решили воспользоваться. Теперь цены в нем были не постоянными, а зависели от того, сколько игроки сдали предметов. Если сдали много, цена падала, если мало, наоборот повышалась. И это все обновлялось раз в 24 часа. Из топа самых дорогих предметов для сдачи мы, не задумываясь, выбрали черепашьи яйца. Они без множителей и прокачки стоили 2200 монет, что уже было неплохо. Плюс их довольно сложно добывать, из-за чего этим заниматься мало кто будет, что означает меньше конкурентов и более высокие цены. А самое главное, у нас уже был рабочий концепт фермы черепашьих яиц. Благодаря коинам мы могли пропустить этап начального заработка, просто покупая монеты за коины. И сразу стали строить ферму черепах, место для которой нашел Зирос. Мы с ним раскопали территорию, после чего к постройке самой фермы приступил Лортер. Потому что Лортер изобрел эту ферму, и на тот момент только он знал, как ее строить. Я пока что сделал мотыгу на шелковое касание твинку. После заранее наварил зелье невидимости для автоинвиза. А как Лортер закончил ферму, заправил инвизки в сундуки. Далее я поставил твинка на ферму. Она была устроена таким образом, чтобы твинк постоянно катался по кругу. Нужно лишь правильно навести прицел, дабы твинк кормил черепах и ломал яйца одновременно. Запустив ферму, Лортер занялся дополнительной фермой травы. Ее нам требовалось слишком много, поэтому процесс добычи мы автоматизировали в виде фермы, на которую стал фармить Лортер. Тем временем на черепахах за час мы получили 10 стаков яиц, в общем-то неплохой результат. Кроме самих ферм, нам было важно выбить бусаны на яйца. Для этого Зирос дает мне 2 универсальных ключа, которые он купил за свои коины. Зайдя с чистого аккаунта, я использовал первый уник. Однако, как и ожидалось, мне не повезло и буст не выпал. Закинув второй уник, мне снова не везет. Дальше я просто стал продавать коины, закупая кучу ключей на ставках, снова пробуя раз за разом выбить буст. Как вы поняли, удача была явно не на моей стороне. Потратив 13 уников, мне ничего не выпало. Кстати, на это я потратил почти все свои коины, поэтому здесь мне приходится прибегнуть к крайнему варианту. Так как Зирос, в отличие от нас с Лортером, играл от начала вайпа, у него уже был аккаунт с прокачанным бустером. Мне свой сделать не получилось и придется использовать этот. У Зироса было вкачано бустеров на плюс 178%, с которым яйца стоили аж по 27 тысяч, что как по мне было очень много. Но для Зироса даже этого не хватало, из-за чего он хотел дальше прокачивать боевыми фрагментами. В связи с этим мы с ним стали ходить по анархиям и скупать фрагменты у игроков на остатки коинов. Как накопилось больше строчки, мы попробовали выбить буст, однако нам он не выпал. К тому моменту нафармился дабл яиц. Сдав его байеру с первой нашей сдачи, мы заработали 83 миллиона, которые я сразу же обменял на коины, дабы в ходе роста их курса не терять монеты.
Спустя чуть меньше дня работы ферму черепах нашли. К удаче Зирос как раз уже построил новую ферму. Она заменила прошлую. Пока что на будущее я собрал себе PvP инвентарь с талисманом Этернити, вместе с которым создал клан, чтобы случайно не бить тиммейтов. Мы знали, что на одной ферме черепах много не заработать, поэтому Лортер построил вторую ферму на другой анархии, но она не прожила и полдня, как ее взорвали. Такое было ожидаемо, так что Лортер строил уже следующую ферму. Сюда я заспавнил самих черепах и запустил твинка. Далее захотел сделать отдельный стэш под хранение яиц черепах. На всякий случай этот стэш я сделал невидимым с помощью камнерезов и воронок. После перенес туда все яйца с обычного стэша, а их мы сразу же сдали, получив 200 миллионов. В тот момент Лортер построил третью ферму. Теперь, когда у нас работало столько ферм, чтобы постоянно не тратить время на варку инвиза, я стал приватить фермы уникальными приватами и покупать инвиз в привате за опыт. Эффект действовал во всех приватах сразу, так что это было очень удобно. Как только включили ферму, нас с Лортером нашли какие-то игроки. Они зачем-то пытались взрывать динамиты Б2, которые не взрывали в привате. Типы были голые, так что дальнейшие попытки грифа у них не удались. Лортер уже пошел строить ферму на замену этой, а я остался понаблюдать за игроками. Вскоре они оделись в броню. Я хотел закрыть кого-то в своем привате, но ко мне никто не рисковал залезать. Один из них предложил пойти 1x1. Я согласился, однако в PvP вокруг меня всегда бегали два его тиммейта, готовые в случае чего меня добивать, что мне не очень нравилось. Поэтому я позвал игрока продолжить на РТП. Как я его тэпнул, он сразу начал меня бить, к чему я не был готов. И затупив, не успеваю отхилиться, потеряв талисман. Взамен ему я взял мифическую сферу. Продолжая PvP, мы долго обменивались критами на равных. Спустя минут 10 игрок походу начал уставать. Я все больше стал побеждать, и в конце у него ломаются ботинки. Заметив это, я закрываю игрока в трапке. Сношу 4 тотема и убиваю, залутав ресурсы. Пока я был на PvP, Лортер сделал ферму, а я потом поставил твинка. Затем мы просто занимались сбором прибыли с ферм. Накопив 4 дабл яиц, сдали все с твинка, получив 430 миллионов. Далее Зирос тоже собрал PvP инвентарь, и мы с ним захотели немного развеяться, сходив на замок. Там мы вступаем в PvP с двумя игроками. Вскоре, отойдя от замка, Зирос падает в яму. Я прыгаю ему на помощь, но это особо не помогло. Зироса несколько раз крайне неудачно закрыли в трапке, где он потерял талисман, после чего долго не продержался и умер, а я смог успешно ливнуть. Чуть позже я уже один пошел на замок. Выбрав себе игрока, мы отошли в зону с рабочими трапками. Спустя долгое PvP я пошел до конца со сферой в руках и, не завязав тотем, умер. Вернувшись к ферме черепах, на следующей сдаче мы получили 700 миллионов. Однако курс коина слишком быстро рос, уже дойдя до 3 миллионов за штуку. И продав все монеты, хватило всего на 240 коинов, что было довольно грустным результатом. Тогда я одновременно запускал 3 фермы черепах. Это учитывая то, что каждый день находили 1 или 2 фермы, и Лортеру приходилось строить новые. Кстати, гайд на эту и другие фермы вы можете найти у меня в телеграм-канале. В один момент, посмотрев на товары в байере, я заметил, что цена на яйца только обновилась. И пока что их никто не сдавал, они дошли практически до максимально возможной стоимости. Не теряя ни минуты, мы сразу же пошли сдавать то, что у нас было. Сдавшись дабов яиц, чат заполнился прибылью сотен миллионов, и мы заработали с этого 1 300 миллионов. Обменяв их на коины, хватило на 500 коинов, что уже было неплохо по сравнению с прошлым результатом. Чтобы чем-то себя занять, кроме ферм, я покупаю 9 особых компасов. Собираю инвентарь на случай встречи игроков. И последним на ставках за 250 миллионов покупаю ТНТ-пушку, с которой буду рейдить сокровищницы намного быстрее. Подождав, когда пройдет КД на компасы, я использовал первый из них. Он привел меня к шару, сокровищница 5 уровня. Поставив ТНТ-пушку, сначала я запустил динамита, дабы убрать лишние блоки. Затем закидываю С4 в пушку и за пару секунд пробахиваю путь до привата. А уже его взрываю разрывной волной. Лутаю сундуки, я достаю кучу самого разного динамита. Элитры, талисман Этернити, сферы Этернити и Стингера, что в несколько раз окупало рейд.
Дальше я продолжал рейдить сокровищницы по компасам, после продавая ресурсы с них. На следующий день мне снова удается поймать момент с почти максимальной ценой на яйца черепах. В этот раз со сдачи мы получили 1 700 000 000 и 700 коинов за монеты. Кроме этого, на твинке накопилось 25 миллионов очков скупщика. Не зная, что с ними делать, на них мы просто закупили 38 спаунеров, которые я продал на аукцион. После этого я понял, как выгоднее сдавать яйца. Нужно копить и ждать обновления цен раз в сутки, время, когда яйца стоят больше всего. Так я и буду зарабатывать в будущем. В этот момент Зиросу с Лортером надоело играть. Зирос заходил лишь для того, чтобы сдать яйца черепах. Так что теперь я играл почти в соло. Но Лортер иногда заходил по моей просьбе помогать строить фермы черепах, которые продолжали ежедневно находить. Спустя день за новую сдачу я получил 1 200 000 000. Продолжая рейдить сокровищницы, чтобы 2 раза в день использовать компасы, я тратил 2 часа. А приносило это довольно мало. За 3 дня я купил ТНТ-пушку и компасы, но учитывая то, что каждый день мне также приходилось строить фермы, дабы всегда работали 3 твинка и не терялась прибыль. Сокровищницы казались пустой тратой времени, сравнив их с моим основным заработком. Так что я закончил с рейдами и продал все компасы. Сдав Байеру 9 даблов яиц, мы получили 2 200 000 000, самую большую нашу прибыль за сдачу. В то время за этот вайп я уже заработал в сумме 8 миллиардов монет, но моей целью было заработать 10 миллиардов, до чего оставалось совсем немного, так что я продолжал фарм. За фермами приходилось постоянно ухаживать, добывать траву на заправку, переставлять твинков и строить новые фермы взамен найденных. Чтобы совсем не заскучать среди этих однотипных дел, между ними я решил ходить на ивенты. Так как денег у меня было достаточно, я мог позволить себе собрать самый дорогой PvP инвентарь. Ни на чем не экономия, я купил полный сет Infinity с мечом, броней и талисманом Infinity. Сильнейшей сферой Цербера на 5 урон, всеми возможными расходниками. И последним я бафнул на себя 2 стака 50 уровня, купив все эффекты на сутки в Экскипере. Как только объявили о ивенте, я полетел на таинственный корабль. Прибыв на место, я начинаю бить игроков, иногда пробуя залутать отмычку. Но основной моей целью было именно PvP. Отойдя от корабля с игроком, он закрывает меня в трапке. Тут я отхиливаюсь морковкой с золотым яблоком, а как трапка закончилась, сам закрываю игрока. Будучи под полной сытостью, я сбиваю ему все хп и сношу тотем, после чего он убегает на корабль. Там я залутал стиллеры склада, и когда корабль закончился, побежал за 2 игроками продолжать PvP. Погнавшись за одним из них, я даю знак нападать и подхожу ближе, как вдруг он ломает подо мной блоки, скинув свою ловушку. Игрок застраивает меня. Попробовав выбраться Хорусом, меня не тэпает. И поняв, что единственный путь это убить игрока, я прокидываю к нему Перл, пытаюсь убить, но ему удается застроиться. Такое происходило еще несколько раз, однако он все-таки смог меня закрыть и поставил стойку, в которой я ничего не мог сделать. Потеряв первый тотем, я пишу в чат, пробуя договориться с игроком. Он говорит, дать ему талисман Infinity. Переспросив, он поклялся, что меня отпустит. Выбирать мне не приходилось, и я скинул ему талисман. Но как ожидалось, игрок все равно продолжил бить, и потратив последний тотем, я умер. Так как у меня все еще работали эффекты на сутки, чтобы не тратить их зря, я сразу собрал себе новый инвентарь, такой же как прошлый, только теперь без талисмана Infinity, просто с мифической и сферой Цербера. Отправившись на следующий корабль, я залутал пару отмычек, пооткрывал бочки, и по окончанию ивента здесь остались несколько игроков, с которыми я пэхался. Вскоре ливнули все, кроме одного. Мы с ним долго сражались на равных. Никто из нас не мог достаточно сильно пробить другого. В один момент я закрываю игрока в трапке, сношу хп так, что он берет тотем, потом ящарку и начинает бежать. Я бегу следом, продолжая бить, но тут же за моей спиной взрывается динамит Б. Игрок услышал звук динамита, и если бы он не начал бежать, то я бы скорее всего взорвался. Дабы такая ситуация не повторилась, мы перешли на РТП. Тут все резко поменялось. Сначала он снес мне тотем и дальше стал выигрывать в PvP. Я реально почувствовал, что он сильнее меня.
За следующие 10 минут он снес мне еще 2 тотема. Затем он чуть не дает мне последние. И подумав, что либо я выигрываю, либо умру, я выпиваю черепашку. А игрок закапывает нас в жимку, где заедает чарку, в то время как у меня заканчивается черепашка. Не успев отхилиться, я теряю тотем и запиваю зелье победителя, под которым бью игрока. Он тоже запивает победилку и начинается PvP до конца. Убив игрока, я залутал ресурсы и написал ему, что он был хорош и это было сложно. Продав выбитую броню, я решил сходить на замок. Найдя одного игрока в броне, я даю снежок, напав на него. Сходу сношу ему половину хп. И взяв сферу Цербера, продолжаю наносить удары, пока он отходил к какой-то обсидиановой платформе. Я сношу ему первый тотем. Затем он почему-то не убегает и теряет второй. Как вдруг, спустя пару секунд, сверху падает динамит Б. Я сразу же отбегаю, взяв тотем. А после взрыва поворачиваюсь и вижу, что игрок взорвал сам себя. Забрав его вещи, я ухожу с замка. Далее я отправился на таинственный корабль. Прямо перед ним обновил все эффекты кипера. И на самом корабле вижу 2 игроков. Начав бить того, кто убегал, он теряет тотем. Закрыв всех в трапке, игрок моментально умирает. Не обращая внимания на ресурсы, я берусь за второго типа. По окончанию трапки он убегает, и оказывается, что я залутал фулсет брони. Вернувшись к кораблю, сюда приходит еще одна инвиска. Успев залутать отмычку, я беру сферу Цербера и нападаю на этого игрока. Почти без сопротивления я сношу ему тотем. Он откидывает перл, но я, взяв талик на скорость, бегу за ним. Уже не зная, что выкидывать, я кое-как залутал броню. После, подождав, пока корабль закончится, ливнул с ивента. Затем я захотел взорвать какую-нибудь базу или ферму. Для этого взлетаю на 1000-ную высоту, принявшись летать по миру и искать следы игроков по миникарте, которую вы также можете скачать у меня в телеграм-канале. Вскоре на миникарте я заметил игрока. Он сразу выпил инвиску, поэтому я стал закапываться вниз, в примерном месте, где он был. Чтобы быстрее найти, взрываю динамит Б2. Теперь, ставя и ломая приват, я понял, что здесь где-то стоит приват игрока. Еще одним динамитом Б2 я нахожу приват и над ним поджигаю кучу динамитов А. После взрыва ко мне выбегает сам владелец базы. Далеко он не уходил, пытаясь закрыть меня в своем привате. Но я заметил, что там стоял изумрудный приват, а значит, его можно было взорвать сквозь блоки динамитом Б. Я поджигаю 2 бэшки, и как они взорвались, выйдя из PvP режима, ставлю приват. Прожав стан, игрок все еще был тут. Он увидел, что я уже заприватил его базу, начав убегать. Я же погнался за ним. Закрыв его в трапке, за пару ударов сношу тотем, после чего убиваю игрока. Забрав ресурсы, возвращаюсь к его базе. Из ценного для меня тут почти ничего не было, так что я взял пару вещей, забрал приват и ушел. Тем временем, я уже 4 дня не мог поймать момент обновления цены на яйца. За эти 4 дня я накопил 24 дабл яиц, полностью забив ими стэш. И наконец, поймав время с максимальной ценой, мы стали сдавать. Сначала, сдав 2 дабла, подкопили очков Байера, за которые купили бустер плюс 15% монет, и с ним продолжили сдавать. В итоге, сдав все яйца, я заработал аж 7 миллиардов монет, тем самым перевыполнив свой план и заработав 15 миллиардов за вайп.
Этих 7 миллиардов хватило на топ-5 по балансу сервера. Далее на них я в последний раз закупил коинов, в общем накопив 3400 коинов на балансе. Этого как раз хватало, чтобы докупить мне от Стингера до Eternity. Введя команду в чат, мне выдали Eternity навсегда и бонусом 3000 сапфиров к нему, на чем я заканчиваю свою игру.